Так, добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня у нас проект V211. Строился он, наверное, пару лет, да, Леш? Где-то так. Ну, машина приобретена в 19 году, в 20-м поехал двигатель. Первая конфигурация была с коробкой с пятиступкой. Потом в 2022 я поставил семиступку, менялись тормоза. Машина постоянно дорабатывалась. АМГ пакет, бампер передний, колеса, тормоза. Ну, вернемся потом более подробно. Пороги, выхлоп. На крышке багажника, значит, заменена эта часть под номер, вставка. Ну и самое главное, сделан свап на 113 мотор. Машина хорошей комплектации, шторки задние. Видно, дополнительно стоят самая панорама, что тоже редко бывает. Еще что у нас? Ну, замена приборной панели на рестайловую. Машина 2003 года. Рукоятка ручки, Android магнитолу поставили для удобства. Ну, AMG меню и все такое, это стандартное. Agility. Позже мы прокатимся на этой машине. Посмотрим, как она себя ведет. Сейчас давай, Алексей, вскроем. Самое главное, наш моторчик вставленный. Практически у нас это почти получился E500. Еще он на пневме. Машина на пневме. Вот он, наш 113 мотор. Сердце, как говорится, этого автомобиля. Дополнительно была поменена коробка. 7G-Tronic стоит. Задний редуктор. От чего поставил? Задний редуктор на данный момент стоит от 272 мотора 3.5 с передаточным 3.07. 3.07. От банана 5-литрового не стал ставить. От банана они редкие, 3.06. Понятно. Дополнительно радиатор установлен. Охлаждение коробки с термостатом. Для 5-литрового мотора это важно, чтобы коробка все-таки нагрузку имела. Имеет большую, чтобы не нагревалась. Бублик также от 5-литрового стоит. Да. Коробка полностью от 5-литрового. Коробка 722 901. Полностью от 5-литрового, значит. Так, дальше что у нас? Радиатор основной. От 5-литрового. От 5-литрового. Карлсон тоже более мощный стоит. До этого здесь 112 мотор был. 3.2. Поэтому дополнительно так с ESP, ABS. Проблем нету. Никаких. Все штатно стоит. В принципе, колхоза никакого нету. Подушки заменены еще. Плюс коллектора. Выхлопная система, естественно, вся переделана на М113, так как они отличаются сильно разные. Что там еще у нас? Тормоза. Тормоза. Не забывайте, ребята, про тормоза, потому что это очень важно. Мощность увеличилась машины значительно на тормоза. Давай расскажем, чем отличаются у тебя тормоза от стандартного E500. Стандартный E500, у него также поршневая система Brembo, 4 поршня, но диаметр диска 330. У меня же стоят 350 диски перед и 320 зад. На обычном E500 сзади тормозная система 300 мм вентилируемая, здесь 320, ну тоже соответственно вентилируемая. Тормозная система увеличена спереди и сзади. На ходу посмотрим еще, как тормозит. Для сравнения. Что еще здесь? На ходу для сравнения тут не получится. Получается, когда машину едешь, допустим, пару раз садишь с километров со 160, со 170. То есть, если на старых тормозах ты раза 2-3 тормознул, и у тебя уже тормоза становятся вялые. Поплыли, да, тормоза, да. Тут, здесь тут эффект не теряется после 2-3 торможений. Но это самое главное. Оттормозиться, если хорошо. Тормоза не плывут. Потому что тормоза — это важная штука на 5-литровом моторе. Ну, заводи это чудо, послушаем, как работает.
Дополнительно тут газовое оборудование еще поставлено, ну оно снимется. Мотор от V290. С японского разбора. Я сейчас надо глянуть. Хороший знакомый звук доброго М113. Что его и любят. Простой в эксплуатации, надежный. Все его знают, все болячки известны. По мотору что еще делалось? По мотору, мотор, установка, сразу была замена привизора, сами маслосъемные платочки, сами колемала, передние сзади, были заменены, конечно, получается, не пришлось сразу лезть туда, после установки конкретного мотора. А так уже все остальное просто туда выбивалось, вырабатывалось. Ну, отлично, то есть стандартный мотор, высокий. Заработать, ну едет получше, чем стандартный Е500. Так, давай погазуем, посмотрим выхлопушку. Звук мотора. Это прогретая? Его прекрасный звук. V8 М113. Выхлопная. Красота. Что у нас? Какие болячки у нас были на 203? Извиняюсь, у нас дождик прошел тут. Машина была мытая. К сожалению, погода, пока доехали, покрылся пылью. Ну, какие болячки на 203-м до рестайл? Обычно это 211-м, да. Ну, задние крылья, спереди возле колеса лонжерон. Да, чашка лонжерона обязательно проверяйте, как бы на рестайлах уже таких проблем гораздо меньше встречаются, а до рестайлах есть, да. Ну, состояние днища, то есть как за машиной следили, где обслуживалась, как ездила, в каких условиях хранилась. Что у нас еще здесь менялось? Менялась коса целиком. Блок управления двигателем свой оставил, перепрошили, просто перекодировал, или брал целиком. Блок управления 113, 12, просто не влада целиком менялся. Моторник, коса, выхлоп. В моем случае поменялся стартер с маслом насоса, потому что мотор был 220 висит. Потом, ну, радиатор охлаждения, система охлаждения коробки, скрутки, редуктор, кардан. Получается, стартовая от машины остался как в кузове. Привода, тормоза, все там есть. Привода откуда готового поставить? Привода у меня стоят около 272 от 3,5, потому что редуктор сейчас у меня стоит. Он по передаточному отношению и по динамике фланца как раз подходит на 110 и воздушный мир. Поэтому выбор пал на него. То есть я когда изначально поставил 5-литровый мотор, с 5 штук стоял штатный редуктор 282, и когда в городе двигался, было такое ощущение, что надо продавливать газ все время сильнее, что ты куда-то догоняешься. То есть изначально мотор был рассчитан с коробкой для автобанов под большие скорости, под малые обороты. В городе, получается, создавало больший расход. После этого я решил поменять редуктор на 307, и вот я откатал на этом редукторе 307 на 5 штуки. Когда я редуктор поставил, то, короче, у меня динамика разгона, соответственно, увеличилась, и расход упал из-за того, что мотор не приходилось так крутить. Ну, потом я решил перейти на 7 штук, чтобы отдача коробки
не плавность работы, а скорость работы была переключения быстрее, потому что пятиступка, она селективная и переключает каждую передачу последовательно, что вверх, что вниз. А семиступка, она работает совсем по-другому, и она сама решает, какую передачу включать. То есть, если ты едешь на седьмой передаче, тебе надо резко ускориться, когда ты говоришь, она может переключиться сразу же на третью, и ты просто ускоряешь моментально. Ну, естественно, была закодирована коробка, прописана в мозги Sensitronic, потому что здесь она не ставилась на этот мотор, насколько я знаю. Если не прав, поправите меня. На 211? На банане? 211, 219 и крайне вроде 20. Они как раз была связка MC13 и Sensitronic 722 901. Это вот единственная коробка, которая комплектовала Sensitronic мотором. Ну вот меня, ну вот меня поправляет Алексей, все-таки устанавливалось. Но тем не менее получился вполне интересный автомобиль. Далее у нас будет проект 221. Машина уже куплена. И сегодня на нем не приехал. Ну ничего, мы следующий обзор сделаем на 221. Вот мы покатаемся на нем, посмотрим, как она едет, какие ощущения. Сравнить есть чем. Со свапами на бананах катался я. Так что вот, автомобиль будет выставлен на продажу. Мелкие нюансы будут устранены по салону и будет выставлен на продажу. Кому нужно, я, в принципе, контакт можете написать мне в Telegram, я дам контакт хозяина этой машины, человек, который занимался непосредственно этим проектом. Павел или Лея. Ну, давайте прокатимся и посмотрим. Ну что, мы поехали кататься на нем. Выезжаем из гаража. Магнитола Android, в принципе, неплохо играет. Включить громкость на какое-то время, на небольшой. Она все убирает. Ну, здесь у нас AMG меню. Температуру масла ставим, следим. Приборка, как уже говорил, от рестайла на русском языке. От рестайла, и она от элеганса. То есть у них на авангарде белый щиток, окантовка серебристая. Я как бы не понимаю, под чем немцы были, что взяли в черном салоне такое изобрели. И вот эта вот деревяшка, она тоже идет с рестайла, потому что вот эта окантовка, здесь дерево, это среста, а на дористе здесь серебристый алюминий был. То есть я тоже не понимаю, то есть нигде здесь алюминия нету, и почему-то немцы придумали так, решили. Так, мы сейчас, знаешь, как сделаем? Мы сейчас на Копейской выйдем, поэтому можешь, наверное, на паузу ставить. Тут мы все равно нигде не разгонимся, безопасно. Копейская выйдем, где разделили. Там просто набирает. Сейчас, в принципе, едем. Сейчас нам зеленый откроется. Со светофора пальнем. 15 секунд на светофоре. Ну, к сожалению, да, камеры везде понаставили, дорог мало, город большой, надо специально где-то трассу, чтобы разгоняться. Ну, сейчас газель нас порвет, видишь. Мотор, звук хорошего мотора. Отличный разгон. Она пошустрее 220-го едет. Легче все-таки машина. Пневми 200. Тормоза, да, тормоза реально. Ни хрена себе. Тормоза реально, да, хорошие тормоза.
Такие должны стоять на 5-литровом. У меня аж кишки придавило. Смотри, мы развернемся, у нас Мгм. дополнительная стрелка. И с места я еще раз дам. Да. Сейчас 8 секунд. Ну реально, едет на 7 ступке прекрасно этот мотор. Разгонная динамика прям по сравнению с 220 или бананом прям значительно. Надо бы поставить, конечно, их с бананом. Ну, с учетом того, что это штатный. Штатное, там тоже все штатное. Нет, я имею в виду штатный автомобиль Мгм. на повседнев, то это Мгм. как бы очень даже. Мгм. Раз, два, три. Да. Да, все отрабатывает четко. Тяга просто отличная. Буксовка качает. Да, ну, понятно, что буксовка будет по-любому. Если не гони, тут где камера стоит на фоне. То есть динамика отличная, машина себя ведет прекрасно. Пневмо все-таки вещь. Я уже неоднократно говорил про это, что хороший автомобиль должен быть на пневме. Ну, вот ощущение на 140. Да. Как бы спокойно Да, разговариваем. Ну, шумоизоляция тут дополнительно сделана, конечно, пол сделан в 3 слоя. Не S-класс, но вполне достойно себя ведет автомобиль. Тормоза просто вот реально очень качественные. Что, еще раз? Да, так, просто с места, да и все. Да. Динамика очень хорошая. Сотку прям Хорошая вообще сотка, быстро да. набирает. Ну, 5-литровый мотор. Неприхотливый. И очень надежный по сравнению с современными моторами. Да. Сейчас мы приедем обратно в гараж. Там у нас есть еще 5,5 компрессорный мотор. Немножко обзорчик на него сделаем. Атмосферный. Атмосферный, да. Компрессорный у тебя лежит еще, процессе еще в сборки. процессе. Ну и компрессорный тоже в процессе сборки. Он у тебя где? Тоже в гараже? Да. Ну и тоже и компрессорный. Ладно, посмотрим мотор. В каком состоянии они все-таки бывают, несмотря на то, что им много лет уже. Так что ставьте лайки, пишите комментарии под видео. Мои ощущения по сравнению даже с бананом после свапа. Нету там таких ощущений острых, как здесь. Особенно тормоза и разгон все-таки довольно-таки приличный на простом 5-литровом моторе. Мотор один и тот же, что на 219 у нас свап был, тот же самый М113 с 220 мотор, и здесь тот же самый мотор, но ощущения совершенно разные, абсолютно просто, что разгонная динамика, что торможение.